Ты чувствуешь, что судьба готовит тебе встречу. Может быть, этот мужчина уже рядом, но ты пока не видишь знаков. Вселенная соединяет тех, кому суждено быть вместе, и сегодня карты помогут понять, какой мужчина предначертан тебе и что вас соединит. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшний расклад Таро откроет, какой мужчина идет в твою жизнь, какие знаки укажут на встречу и что ждет вас в будущем. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свою личную жизнь, на свой поток, на свои чувства. Постарайтесь не думать, просто прослушать до конца. Вот, смотрите, первая карта, которая выпадает, вот на какой энергии, да, ну вот даже вот так вот, на вот этой вот энергии, вот что-то должно закончиться, да, чтобы этот мужчина появился. Поэтому тебе судьба уже оставила след энергетический, что ты пережил или пережила, да, ситуацию разрыва, перехода на новый уровень, закрытия гештальтов, закрытия дверей в прошлое, разрыва кармических узлов. То есть тебя с прошлым, по сути, ничего не связывает. Поэтому, если вот спросить, какой энергетический след уже оставила тебе судьба, да, то, ну какой след? След разрыва. То есть, чтобы войти в новые отношения, тебе, по сути, нужно закрыть все двери в старую жизнь. То есть, начать сначала что-то. Ну, как минимум, десятка мечей — это прекращение, да, или остановка. Поэтому, скорее всего, новое придет только с ситуации, когда старая уйдет, да, окончательно. Смотри, вот эти вот знаки, они говорят тебе о том, что этот мужчина появится в твоей жизни совсем скоро. То есть ты успокаиваешься, ты уравновешиваешься и ты не колеблешься. То есть ты четко понимаешь, что тебе нужно, когда тебе нужно, какой человек тебе нужен. То есть самым главным знаком того, что этот человек скоро появится в твоей жизни, есть твое спокойствие. Ну и естественно, смотри, здесь 11 — это равновесие, а десятка тебя уже прошлое просто не волнует. Ты спокойно, уверенно идешь вперед. И если ты появился на этом раскладе именно в таком состоянии, подписывайся на канал, жми лайк и понимай, что ты не просто так нашел это видео. Ты спокойно и уверенно идешь в будущее и спокойно и без всякого зазора и сомнений закрыл дверь в прошлое. Это прекрасно. Хорошо. Вот эти вот обстоятельства создадут вам возможности или условия для встречи. То есть это открытое сердце, открытая душа, готовность быть открытым к своему партнеру. И это готовность открывать свои чувства, проявлять свои чувства. Поэтому обстоятельствами для встречи с вами станет ваша внутренняя глубинная готовность открыться. То есть вы будете готовы быть открытым и откровенным с этим человеком. Интересно. Окей. Вот смотрите, прошлые ваши отношения не должны влиять на ваши новые отношения и должны стать, как минимум, не должны стать пугалом для ваших новых отношений. То есть, смотрите, еще раз, прошлые отношения у вас закрыты, и прошлые отношения никак не должны влиять на ваши новые отношения. Поэтому ваши прошлые отношения
всегда отпугивали новые отношения. И если вот спросить, как они уже повлияли, то есть, ну, по сути, они отпугнули старые отношения, отпугнули новые. Но смотрите, здесь действительно эта карта на самом деле, она о достижении какой-то цели. Поэтому, по сути, ваши прошлые отношения полностью исчерпали себя. И если взять вот эту десятку темную и девятку светлую, мы получим все равно солнце. Поэтому ваши прошлые отношения как бы отпугивали или закрывали от вас новые, но стали открытой дверью и возможности для новых отношений. Ну окей. Смотри, вот это вот кармический урок, который тебе надо пройти, чтобы встретить нового человека. Тебе нужно вот с легкостью отпустить и начать новую жизнь. То есть, по сути, тебе, чтобы найти этого человека, тебе нужно полностью закрыть все гештальты, как я уже говорил, и начать все с нуля. То есть, учитывая прошлый опыт, но не затягивая этот опыт в новые отношения. То есть, чтобы старый опыт тебе не мешал. Тебе должно быть, с одной стороны, все равно, а это вообще все равно, да, то есть это пустота. То есть на новые отношения ты выйдешь в таком состоянии, что будешь пустой, но таким образом ты сможешь как бы пройти вот этот вот кармический урок, где тебя не цепляет, тебя не волнует, тебя не беспокоит то, что было камнем преткновения в прошлых отношениях. Вот услышь это. Очень интересный такой получился блок. Ну, я больше его так вот называю путь к встрече, допустим, да, вот из 5 карт, который говорит о каких-то эзотерических, может быть, энергетических, да, или о трансцендентных каких-то моментах для твоих отношений. Попробуй еще раз переслушать все, но главными арканами, которые отвечают за путь к встрече, да, вот судьбоносный путь, является правосудие и дурак. То есть это баланс, а это пустота или невозможность завладеть твоей важностью, да, то есть важность на нуле получается. Ну и смотри, еще здесь такое понимание, как высокая степень важности, да, вот она у Кастанеды часто просматривается. Степень важности должна быть понижена. То есть тебе, по сути, ты идешь как легко, да, то есть тебя ничего не удерживает. Давай теперь посмотрим, вот первое трансцендентное, мы посмотрели, какие силы, благодаря чему, да, ты входишь в эти новые отношения. Вот кто этот мужчина? Смотри, главная черта его характера: спокоен, как бабак, да, как бобер. Ну, это сурок. Спокоен, как сурок. Ну, возможно, флегма. Флегматик, сангвиник. Хорошая карта. То есть спокойный человек. Уравновешенный. В меру холодный, потому что мечи это в меру холодный. Но хотя по мечам он может и быть и холодный, но мы смотрим вот характер, да, здесь. Этот человек спокойный, то есть он не будет там рвать на себе волосы и хорошо подумает, прежде чем что-то скажет. А вот его интеллект. Но вот эта вот карта, она больше о его энергетике и вот каким он ощущается на уровне души. На уровне души он может ощущаться не как родственная душа, а как родственный разум. То есть это брат по разуму.
Смотри, обращаю внимание, очень много мечевых форм, поэтому присматривайся к мужчинам, особенно к водолеям, близнецам или весам. У тебя первый аркан вообще выпадает мечи, потом идут весы, а первый мужчина выпадает вообще водолей. Поэтому весы, близнецы и водолеи, ну, можно к ним присмотреться. В этом раскладе так это точно. Вот какую роль он должен сыграть в твоей жизни. Успешного мужчины, лидера, но который будет тебя покорять и завоевывать. Да? То есть он сыграет роль завоевателя, но и сыграет роль лидера. То есть, настоящий мужчина, а почему бы нет? И смотри, рядом женщина-огонь. Кстати, если ты женщина-огонь, поставь на паузу, напиши комментарий. Я женщина-огонь. Он обязательно встретит именно такую, а я обязательно встречу давай брата или, давай не брата по разуму, а мужчину, который думает так, как я, и делает так, как я, да, вот хотя бы так. Хорошо, так как я хочу, да, хорошо. Вот в чем его сила и привлекательность. Смотри, сила и привлекательность этого человека в умении быть стабильным, спокойным, усердным, умеющим защищать, это карта защитника, умеющим быть в семье, умеющим помогать и быть опорой. Но тут здесь, знаешь, как говорится, булки сильно не расслабляй, потому что отношения это всегда брать и давать. И если только брать, любой партнер поломается. Окей. Вот это его недостатки. Человек может быть не щедр на деньги, но здесь нужен правильный подход. Какой? Возможно, нужен индивидуальный просмотр. Хорошо. То есть, по сути, недостатком он может быть жадноватый или скуповатый. Тут уже смотри сама, да, насколько тебе подходит такой типаж. И, возможно, тебе не стоит обращать внимание на тельцов, дев и козерогов. Но если ты хорошо ладишь или хорошо понимаешь тельцов, дев и козерогов, то, кстати, тельцы и девы здесь выпадают. Хорошо, с характером и признаками этого мужчины мы разобрались немножко. Давай посмотрим тогда, в общем, какие знаки судьбы перед встречей ты будешь получать, замечать, обращать на них внимание и так далее. Да? Смотри, тебе подскажет то, что он уже рядом, когда ты полностью сможешь разорвать. Но учитывая то, что у нас карта прекращения и карта десятка и тройка дают аркан 13, это смерть с одной стороны, а с другой стороны четверка это покойник. То есть прошлые отношения должны умереть, условно говоря. И ты, возможно, будешь испытывать какую-то боль, может быть ментальную, может быть интеллектуальную, может быть физическую, может быть душевную. Поэтому тебе подскажет то, что он рядом, то, что ты разорвала или разорвал отношения с прошлым и переживаешь эту боль. Смотри, ты почувствуешь его приближение, когда будешь успокаиваться и будешь чувствовать, что согреваешься и что ситуация становится под контролем и что тебя ничего не беспокоит, что твои дела завершены, да? Смотри, в момент встречи будет беспокойная ситуация. Ты познакомишься с ним или повстречаешь его, когда будут не самые спокойные времена в твоей жизни. Может быть, будешь отходить от какой-то боли и страдания, да? Может быть, завершишь приобретение жилья или чего-то достигнешь в своей жизни. Может быть, купишь что-то, может, найдешь новую работу, может быть, будет какая-то такое затишье и перемирие какое-то внутреннее, да, в твоей жизни. Смотри, вот обстоятельства и
место встречи, где вы можете пересечься, пока что неизвестно ни тебе, ни ему. Поэтому, по сути, это остается тайной в этом раскладе. И жрица говорит о том, что обстоятельства и место встречи тебе подскажет больше твоя женская интуиция. Но и твоя женская тайна и красота притянет его в это место и создаст те обстоятельства, которые нужны вам для первой встречи. Ты поймешь, что это именно он, потому что увидишь его глаза, заметишь его взгляд. Он увидит твой взгляд, и он увидит твои глаза, твою прическу, твой нос, твое лицо, твои губы, твою грудь, твои плечи. То есть он тебя увидит, вы столкнетесь лицом к лицу. Давай посмотрим его чувства, его намерения и его роль в твоей судьбе. Смотри, опять первое, все, что идет на первую очередь, да, идет по девяткам, по мечам, извини. То есть, если взять и ответить на такой вопрос, какие первые эмоции у вас могут возникнуть друг в друге, да? Чувство неловкой ситуации, чувство какого-то тупика и диссонанса, да, то есть, может быть, вы познакомитесь в каких-то обстоятельствах, скорее всего, да, здесь тревога, здесь солнце, да, то есть на контрасте на каком-то, где надо будет, вы не будете думать, что это ваша встреча первая, то есть это будет не знакомство, вас не познакомят, вас просто обстоятельства сведут, то есть магическое стечение обстоятельств, божественное провидение, да, здесь жрица и солнце, то есть 19,2, да, 21 точнее, мир и жрица 23, у нас получается иерофант, да, то есть, да, голос высших сил, да, тоже может быть. Здесь получается так, что ваши первые эмоции — это чувство недоумения, вот так, да, и какого-то ощущения, что вас прижали к стенке, да, приперли каким-то образом. Такой даже немножечко какой-то испуг, да, такой неожиданность, да, так. И где-то это замешательство, неудобная ситуация. Например, там наступили друг другу на ноги или столкнулись друг с другом и причинили себе какую-то неприятность, да, какая-то не очень приятная ситуация, но она заставит вас посмотреть в глаза друг другу и увидеть мир, целый мир, и этот мир светлый в глазах. Окей. Смотри, он как будет относиться к тебе. Он будет пытаться узнать тебя, он будет пытаться понять, почему ты спокойна, почему ты, может быть, холодна. Он будет пытаться тебя растопить, разогреть даже, да. Поэтому он будет спокойно относиться к тебе, но пытаться тебя понять. Смотри, очень много мечей. И мечи, они все здесь в этой части, в начале. Да, здесь единственное очаг один. Все воздух здесь, прямо все воздух. Это о чем? О том, что тебе нужно заходить в отношения, полностью погасив пламя сомнений или пламя раздора в прошлых отношениях. И тебе нужно быть спокойной и интеллектуально, разумом, да, весы выпадают, и эмоционально. Эмоциональная проработка у тебя, кстати, на достаточно пока что невысоком уровне, потому что чаш достаточно мало здесь, и твоя закрытость здесь, она мешает, а тебе нужно открываться не только ему, да, своему партнеру, но и себе, а с этим надо работать. Этот союз предначертан судьбой. Насколько он предначертан? Он предначертан для семьи, для брака. Для бракосочетания и для семьи с собаками, с детьми, с кошками, с участком, и с домом, и с любящими друг друга людьми в этой семье. Окей. Смотри.
события, которые скажут, что это не случайность, это конфликт. Поэтому, возможно, вы столкнетесь где-то лицом к лицу, вот так вот. Ой, да, и знаешь, как в офисе где-то, да, или в лифте, или где-то. То есть это столкновение будет. Это на конфликте все-таки, поэтому столько ли мечей. Но имея в виду, что все еще прошлое может создавать вот эти конфликты внутри тебя. Поэтому, но по сути, возможно, вы, столкнувшись, будете проходить еще какие-то испытания, и вот эти вот самые прохождения этих испытаний докажет, что эта ваша встреча, она не случайна. Вот что его влечет больше всего к тебе. Смотри, твой ресурс, твоя внешность, твое умение хранить, накапливать, умение беречь и распоряжаться материальными ресурсами. То есть где-то, возможно, он ищет человека, который будет не разбрасываться направо и налево. То есть его, ну давай так назовем, зажимистость, она обусловлена чем-то своим, да, из своего прошлого. Но этого же он будет требовать от тебя. И скорее всего его будет влечь в тебе больше всего не только то, что внешне, да, и внутренне, но и твое умение экономить. Ну а умение экономить — это умение распоряжаться энергией прежде всего. Ну окей. Давай посмотрим немножечко на будущее отношения. Вот смотри, в первое время у вас будет все в кайф. Куча друзей, куча знакомых при желании. Или все это можно устроить и без друзей, без знакомых. Вам вместе будет хорошо. Вообще эта карта больше эгоистическая. И я бы сказал по этой карте, что вам много друзей и много знакомых будет не надо. По этой карте. То есть ваша связь в первое время будет настолько хороша, насколько вы сможете не подпускать к вашим отношениям в первое время никого. Но вам судьба дает испытания впереди. Они у вас будут ровно столько, сколько и хороших моментов, столько и не очень хороших. То есть 50 на 50 колесо фортуны. Но в целом судьба благотворит или благословляет вас на эти отношения. Поэтому все испытания, которые будут у вас на пути, они преодолимы. Если вы сможете совместно преодолевать и желать развивать эти отношения. Колесо года, колесо фортуны, колесо судьбы, то есть будет и хорошее, и плохое. Поэтому вас на вашем жизненном пути еще ждет целая жизнь. Да, это очень хорошая карта. Какие это испытания? Разные, но это испытания и достатком, и недостатком. Вот так вот. Смотри, вашему союзу могут помешать отношения, чувства к другим, соперники и соперницы. Поэтому, если не хочешь, чтобы твои отношения распались, старайся так, чтобы в твоем окружении не было никаких соперников, соперниц. Не в его, да, вот так. Ни в твоем, ни в его окружении не было ни соперников, ни соперниц. То есть еще кто-то третий может повлиять на ваши отношения. Но здесь больше мужчина, поэтому если смотришь с точки зрения женщины, дверь в прошлую жизнь должна быть закрыта, и второго мужчины рядом не должно быть. Поэтому вашему союзу могут помешать еще один мужчина как минимум. Да? Ну или проявление чувств мужчины к другой женщине. Вот как он будет проявлять свою любовь и заботу. Смотри, здесь радость, и он будет заботиться о тебе и будет стараться, чтобы твоя жизнь и ваша совместная жизнь превратилась в праздник. Но смотрите, не переусердствуйте, да, не
не сожгите весь запал отношений сразу, да, то есть его нужно уметь жечь медленно. Вот это медленное горение. Почему? Потому что у тебя очень много воздуха здесь, а воздух всегда в огне, это всегда прогорание, да, поэтому ваши отношения не должны быть быстро горящими, да, то есть их нужно регулировать. Этот человек в отношениях будет надежным, терпеливым. Страсти я здесь не вижу в этой карте, но надежность и терпеливость в этой карте точно есть. Поэтому в этих отношениях ты получаешь надежного партнера, терпеливого, но экономного. Поэтому, возможно, твоя экономность все-таки здесь поможет вам друг друга понять. И если не с первого взгляда, то с первого пересчета первого чемодана, заполненного американскими или какими-нибудь другими, но настоящими денежными знаками. Хорошо, давай немножко в духовные какие-то моменты погрузимся, кармические моменты такие, да, духовно-кармические связи, да, вот так. Ну, смотри, этот союз, он на противостоянии конкуренции. Поэтому это кармический союз или нет? Ну, с точки зрения нелегкости его, ну, как бы соперничество, да. Но, с другой стороны, здесь где-то это союз, где вы можете, ну, быть, если не соперником друг другу, то лучше игроком, помогающим друг другу играть каждый свою роль. И если и соперничать, то в игровой форме. Поэтому кармический ли это союз? Скорее всего, да. Сколько у нас еще колесо фортуны выпало, там на такой вопрос интересный, что какие испытания, да? Испытания колесо фортуны, поэтому это больше карма, потому что 10,5, 15 дьявол это где-то созависимые моменты, поэтому да, скорее всего, это будет кармический союз. В прошлых жизнях вы, скорее всего, имели какие-то связи, но на уровне треугольников и на уровне коллег по работе. Ваши души влияют друг на друга в аспекте разума. И самой большой проблемой может быть то, что вы будете друг друга не понимать и не доверять друг другу. Это худшее, что может быть между вами. Недоверие и непонимание. Но это как предупреждение здесь карта. Он научит тебя переживать боль, страдания, возможно, вытянет тебя из вот этого состояния, в котором ты пребываешь сейчас, если ты начинаешь расклад с десятки мечей. Особенно если тебе сейчас больно, ну и ты ощущаешь какие-то потери, и, возможно, ощущаешь, что тебя предали, да. Но также он и будет учить тебя побеждать, возможно. Пятерки все-таки. Смотри, ты тоже изменишь его жизнь и покажешь, что женщины тоже могут неплохо управлять ситуацией, неплохо справляются с какими-то своими там обязанностями или правами, да, и правами и обязанностями. Но ты изменишь его жизнь таким образом, что он поймет, что не все в руках его и что-то зависит еще и от тебя. То есть это где-то о партнерстве, где соперничество из разряда конфликта переходит в разряд здравой игры, здравого смысла и здравых полномочий в управлении ситуацией. Хорошо, здесь мы посмотрели духовные аспекты. Давай перейдем и посмотрим ну вот потенциал этого союза. Ну, вы будете расти и развиваться вместе гармонично, легко относительно, да, то есть Паш, если планируете ребенка, то его лучше заводить, да, если есть возможность, там,
возрастная, физическая, экономическая, энергетическая. Поэтому ребенок может стать аспектом вашего совместного роста. Но это еще и гармония чувств где-то. Вдвоем вы можете реализовывать планы, которые идут к вам на уровне интуиции. Поэтому, где-то, может быть, вы будете вместе думать о чем-то и озвучивать это. Помните о том, что лучше озвучивать то, о чем думаешь, особенно если оно идет от чистого сердца. Смотри, самым важным моментом в ваших отношениях будет здравый подход к финансам. Слышишь? Важный момент ваших отношений все-таки финансы. Купля и продажа. А также взаимопомощь на финансовом уровне, на материальном уровне. Неожиданные обстоятельства, которые укрепляют ваш союз, это способность привносить и дополнять и материально, и физически с каждой из сторон ваши отношения. Поэтому смотри, укреплением есть возможность давать. Чем больше ты будешь давать в этих отношениях, тем будет крепче ваш союз. В том числе деньги, в том числе твои усилия. Этот союз изменит твое будущее радикально. И похожим на прошлое отношение и на прошлое после этого союза уже не будет. То есть ты будешь жить совершенно по-другому, не так, как жила раньше. Этот мужчина отличается от всех прошлых партнеров тем, что он решительный, долго запрягает, да, решительный, он решается все-таки делать. Он спокойно, долго запрягает, но активно и быстро едет, вот так вот. Человек может быть еще с таким скрытным характером, кстати. Не знаю, насколько тебе подходит человек со скрытым характером, но этот человек долго решается, но делает уже основательно, да, то есть он решительный, но долго подготавливается, вот так вот. Главную роль, которую он принесет в твою жизнь, это достаток, обеспеченность, чувство комфорта и умение откладывать. Но самая большая радость — это чувство стабильности и обеспеченности. Да? То есть ты будешь жить не бедно. Не бедно. Самым крепким фундаментом ваших отношений будет понимание друг друга и умение общаться. Общаться на одном языке, не только благодаря интуиции и каким-то глубинным чувствам, но и рационально. То есть договариваться. Помните о том, что отношения — это всегда договариваться. Умение договариваться. Умение работать в этом направлении. Если вы будете избегать встречи с этим человеком, судьба все равно затолкает вас в эти отношения. То есть это какие-то, знаешь, чему быть, того не миновать. Поэтому, по сути, вот как судьба подтолкнет вас в эти отношения, если вы будете вдруг избегать встречи. Столкнулись, а потом она вас все равно так или иначе прижмет. Вот помните, я сказал, как будто бы к стенке прижмет вас друг друга, да, в лифте или там в каком-то узком коридоре, да. То есть припрет. Помните, когда я эту карту говорил, вот у меня вот это вот прямо как будто бы вот столкнулись вы, да. Может быть, вы где-то автомобилями, да, зацепитесь, может быть, действительно где-то там в магазине и так далее. То есть, приблизительно судьба вас все равно вот в такую вот ситуацию поставит. И где-то она вот такая будет похожая потом, да, в ваших отношениях уже в быту. Но если вы будете избегать встречи с этим человеком или вообще отношений, то все равно силы, высшие силы вас затолкают туда, так или иначе. Вот тебе итог.
Ну, итог, который ждет этот союз, и если вы будете следовать знакам судьбы, готовы? Все равно у нас. Итогом этих отношений вы получаете судьбоносного мужчину, который подобен Цернунасу. Вики — это бог плодородия, веканстве, и это бог обеспеченности, богатства и здоровья. Поэтому вы по-настоящему получаете яркого мужчину, который достаточно спокоен, достаточно обеспечен, достаточно энергичен, достаточно решителен. Все у него есть, весь он в достатке. Он и король мечей, он и король пентаклей, он и солнце, он и страстный бык. Все зависит от того, насколько вы, как вторая половина, жрица, готовы работать в этих отношениях и насколько вы готовы перезагрузить матрицу своей судьбы и насколько вы готовы прочно и решительно закрыть дверь в прошлое отношения. Этот мужчина уже движется к тебе, а ты к нему. Судьба уже вплетает его в твой путь, давая вот эти самые знаки судьбы, совпадения, предчувствия, карты Таро, а также другие инструменты эзотерических и магических практик. Вопрос только в одном: готова ли ты встретить его и принять свое предназначение? Оставайтесь на связі, світла вам та вашому всесвітові, і нехай на вашому шляхові попадеться або знайдеться, або ви зіштовхнетесь з чоловіком, який буде подібний до цього чарівного, ну давайте назвемо його оленя, який осяє ваш погляд і перетворить його на щасливу посмішку. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось, па-па.